Всем привет! Вот такой автомобиль сегодня снимаем. Это Peugeot Rifter 2025 года выпуска. Автомобиль в длинной базе и с очень красивым цветом. Вот такой темно-зеленый. При свете дня еще круче выглядит. Это длинная база, как я вам сказал, и семиместный автомобиль. Сейчас это увидим. Колеса у нас R16 на обычных дисках. LED оптика. Вот так. И LED противотуманки. Есть датчики дождя, света. Есть подогрев вот этой зоны лобового стекла. Бесключевой доступ. Камера заднего вида и задние парктроники. Вот такая задняя часть. В принципе, вот так выглядит автомобиль. Я на таком проехался. Мне очень нравится подвеска. По двигателю тут 1.5 дизель, 130 лошадей, 300 крутящего момента и 8-ступенчатый Aisin автомат. Вот так все это внутри выглядит. Тут не смотрите, что видны кабеля. Это потому что машина новая, не активированная. После этого они ставят все обратно. Включили. Включим и аварийку. Хотел показать по поводу аварийки. Аварийка включается вместо ходовых огней. Давайте отключим аварийку и включим другие световые огни. Вот так. Включим ближний и противотуманки. Вот так автомобиль выглядит. LED абсолютно все. Это ближний свет, дальний свет и тут дневные ходовые огни. Если отключить ближний свет, они станут ярче. И вот такая задняя часть. Тут как бы все обычно, везде лампы, без каких-либо LED. Давайте опустим стекло. Так. И включим просто авто, режим авто. Либо давайте габариты. Вот так. Габариты. Если отключить противотуманки, вот так это будет выглядеть днем. Руль, как обычно у Peugeot, скос и снизу, и сверху. Есть подрулевые лепестки, даже учитывая, что это минивэн семиместный. Потому что вот Drive мод у него только обычный и эко. Спорта не бывает, но зато есть лепестки. Тут обычный круиз-контроль, тут уже управление громкостью и так далее. Здесь, что у нас интересно, есть беспроводной Android Auto и Apple CarPlay. Это очень круто, и он на весь экран. Опять же, это тоже важно. Климат-контроль двухзонный. Вот так. Отключим. И что мне показалось интересно, что начинается все от 14. Давайте убавим.
от 14 градусов. И есть еще low. То есть очень низкая температура, которую вы можете выбрать. Так, давайте отключим совсем. Тут есть такой глубокий кармашек. Удобно для телефона. Электроручник. Кнопка старт-стоп. Есть два USB-C. И тут управление коробкой. Что мне еще нравится, вот это место. Здесь как бы можно опять же телефон поставить, потому что тут очень такое мягкое, а тут очень глубокий такая ниша. Плюс ко всему там внутри есть розетка 12 вольт. И все это так закрывается. Здесь опять же можно поставить телефон. Есть подлокотники отдельно для каждого, и для пассажира, и для водителя. Тут есть кнопка подогрева лобового стекла и подогрева руля. Уже уровень света и два стеклоподъемника. Это у нас регулирует зеркала. Подстаканники. Тут опять же есть ниша, чтобы что-то поставить. Тут тоже вот так. Есть место над головой. Вот здесь. Вот так. Очень такие вместительные ниши. Зеркало для водителя с подсветкой. Тут, к сожалению, без зеркала. Тут индикатор, кто пристегнут, кто нет. Уже свет. И так далее. Так, отключим. Зеркало заднего вида. Бардачок такой нормального размера. Можно поставить А4 бумагу. Здесь опять же и можно держаться, и как бы и телефон можно тут поставить, смотреть что-то, да? Вот так. И, собственно, бардачок тоже очень глубокий. Я отрегулировал сиденье так, чтобы мне было удобно ехать. Я 1,88 м. И садимся на втором ряду. Вот так это выглядит. Окошко открывается только так. Вот такой проем остается. Ручка открытия двери. Есть столик. Вот такой. С подстаканником. Можно регулировать обдув. И вроде бы все. Да, есть еще розетка. Тут USB 2.0. Обычная. Кармашки, конечно. Вот здесь и вот здесь тоже есть. Свет. Но что мне лично очень нравится, что очень много места над головой. Прям реально. Вот у меня где-то там 20 сантиметров над головой. И давайте посмотрим на третий ряд, который прям очень вместительный. Смотрите, насколько. Но это и понятно, потому что это длинная база. Открываем. По среднему ряду, что еще интересно, что вот есть место под сиденьями. Тут тоже можно что-то положить длинное, чтобы не мешалось в багажнике. К примеру, можно положить шторку багажника. Но сейчас я вам покажу. Ее можно еще поставить даже в багажнике. Складывается вот так. В принципе, если снимать задние сиденья и эти складывать, получится очень такой, ну, почти 2 метра 20 где-то длина багажника. Можно спать вот так. Смотрите, здесь сколько места, да? То есть это реально очень много. Вот я отодвинул задние сиденья, то есть третьего ряда максимально вперед. Вот столько места остается для человека ростом 1,88 м. Если максимально назад, вот так, остается вот так. Это прям реально лимузин. Тут есть розетка 12 вольт, подстаканники. С той стороны также без розетки только. И очень удобный такой подлокотник. Окошко большая.
и тоже много места над головой. В принципе, 7 взрослых человек очень удобно могут ехать в этом автомобиле. Давайте я отодвину максимально вперед сиденье. Но даже так, видите, я нормально помещаюсь. И посмотрим, сколько места остается в багажнике. Открылся багажник. Вот так. Если это чуть-чуть убрать в сторону. Вот такой багажник получается. Объем багажника, да? Если сдвинуть эти сиденья максимально вперед. Если максимально назад, то он, конечно, остается не таким уж и большим. Ну, давайте посмотрим примерно, сколько это будет. Вот так. Это сиденье максимально назад, это сиденье максимально вперед. В принципе, вот столько места остается. И так, и так. Либо вы можете... Давайте так сделаем. Это так. Либо вы можете вот в таком положении поставить это кресло. Ее можно поднять. Вот так. Также можно сделать и с этой. И тут уже получается багажник более чем вместительный. Если совсем много места нужно, просто нужно их снять. Это делается очень легко и оставлять дома в гараже. Вот, смотрите, эта шторка, она отодвинута максимально вперед. Сколько места еще остается до края багажника. Это реально очень вместительный автомобиль для тех, кто этого ищет. Есть запаска. Вот так. Снимать ее нужно вот отсюда. И, в принципе, вот так. Честно, очень нравится багажник автомобиля. Он реально вместительный. Вот так. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.